Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? 8 вечных вещей из СССР. Советские вещи славились тем, что делались на совесть. Вспомните хотя бы венские стулья, серванты, бабушкину мясорубку или чеснокодавилку. Сколько бы ни прошло лет, они все равно будут исправно выполнять свои функции. Поэтому советую не избавляться от этих предметов, а активно вводить в обиход. Тем более, что они вновь на пике популярности. Венские стулья. Эти стулья приобрели популярность во времена Советского Союза, но появились на свет намного раньше. Впервые на суд публики их представил мебельщик Михаэль Тонет, отсюда и второе название – тонетовские стулья. И произошло это 150 лет назад. Интересно, что даже спустя столько времени мебель продолжают производить по тем же технологиям, которые использовал Тонет. Дизайн также не менялся. Наши бабушки и дедушки отдавали предпочтение моделям чешского производства. Они были крепкими, надежными и имели привлекательный внешний вид. Даже сейчас их можно встретить на дачах, в старых хрущевках и в винтажных магазинах. Если вы являетесь счастливым обладателем венских стульев, не торопитесь от них избавляться, они прослужат вам еще много лет. Достаньте их из кладовки, приведите в порядок, покрасьте, покройте лаком и используйте по назначению. Такой мебели нужно давать второй шанс. Чесночный пресс. Даже если ваше детство не прошло в СССР, вы наверняка знаете, что такое советская чеснокодавилка. Она относится к категории тех кухонных приспособлений, которые могут служить десятилетиями. Даже если вы используете их по нескольку раз на дню. Кроме своей основной функции, пресс для чеснока выполнял еще и ряд вспомогательных, о которых многие хозяйки даже не догадывались. Например, чеснокодавилкой можно было выдавливать косточки из вишни или черешни, колоть грецкие орехи и даже открывать бутылки с пивом. Современные альтернативы вряд ли могут похвастаться таким набором функций, к тому же их качество оставляет желать лучшего, а вот советские экземпляры не подведут, потому они и считаются вечной классикой. Кипятильник. Рожденные в 21 веке вряд ли догадываются, зачем нужна эта странная металлическая спираль со шнуром. А ведь наши родители и бабушки с дедушками души в ней не чаяли. Когда не было электрических чайников, именно кипятильник выручал в дальних поездках и командировках. А как еще вскипятить воду для чая в гостинице, если газовой плиты в номере не предусматривалось? Также прибор приходил на помощь, когда нужно было нагреть воду для стирки или других хозяйственных нужд. Полезная во всех отношениях вещь. Кстати, в современном мире от нее также не следует воротить нос. Когда отправляетесь в путешествие, кладите кипятильник в сумку. Места он занимает мало, зато кипяток всегда под рукой. Радиола. Еще один предмет, популярный в СССР, это радиола, который представляет собой гибрид радиоприемника и проигрывателя пластинок. Наиболее актуальной она была в период с 40-х по 70-е годы прошлого века. Первую радиолу, которая была сделана на базе радиоприемника СВД-9, выпустил Александровский завод в 1938 году, а последнюю – завод радиоприборов в 1992 году. Однако самыми популярными были рижские радиолы, которые называли Риганда. Сейчас их вполне можно найти на различных сайтах объявлений. Цена будет зависеть от состояния и дополнительных функций. Народные умельцы модернизируют советские радиолы, добавляя в них Bluetooth и прочие современные новшества. Сифон для газирования воды. Это мы сейчас можем себе позволить купить любой торт, печенье, пирожные и прочие сладости. Благо, большой ассортимент в магазинах позволяет. А вот для советского человека главным лакомством была газировка. Ее потребляли в огромных количествах, вне зависимости от температуры на термометре и времени года, что совсем не удивительно, ведь стоил напиток сущие копейки. Чтобы примерно представить, сколько потреблял газировки среднестатистический житель СССР, нужно обратить внимание на одну из статей, опубликованных в московском журнале в середине прошлого века. Автор писал, что в 1949 году на московских предприятиях будет выработано свыше 2,5 миллионов гектолитров газированной фруктовой воды, пива и кваса. Согласно этим цифрам, каждый житель Москвы должен был за год выпить около 500 литров прохладительных напитков. Впечатляет, не правда ли? Однако автоматы с газировкой были не единственным способом насладиться любимой сладкой водой. В каждой семье имелись специальные сифоны для газирования, которые представляли собой стеклянные сосуды со сменными баллончиками. Благодаря этому гаджету можно было производить газировку прямо дома, в любых количествах. Если хотите испытать прибор, поищите его на доске объявлений, но обязательно обращайте внимание, чтобы в комплекте шли газовые баллончики. Без них сифон работать не будет. Соковыжималка СССР.
К сокам было примерно такое же отношение, как и к газировке. Граждане Советского Союза должны были их пить круглый год, чтобы насытить организм витаминами и укрепить иммунитет. Поэтому все стремились приобрести специальную соковыжималку. Увы, она была пригодна только для добычи сока из цитрусовых, которые, к слову, даже в сезон было проблематично достать. Но все равно каждая уважающая себя хозяйка считала, что соковыжималка обязана быть в квартире. А потому покупала ее и хранила на почетном месте в кухонном шкафу. Кстати, этот небольшой и стильный девайс способен украсить и вашу кухню. Если любите свежевыжатый апельсиновый сок, обязательно обзаведитесь. Прибор обойдется гораздо дешевле современных аналогов, а с работой будет справляться не хуже, а может даже и лучше. Холодильник ZIS. Эта техника входит в категорию неубиваемой. Во многих квартирах до сих пор можно встретить такой холодильник. И да, он отлично работает, хотя возраст уже перевалил за 50. Первые компрессионные холодильники на Фреоне в СССР начали производить в 50-х годах прошлого века. Отличилось конструкторское бюро, которое работало при заводе имени Сталина в Москве. Специалисты представили на суд сразу две модели холодильников. Первый назывался «Саратов» и был рассчитан на 85 литров, а второй «ZIS» объемом 165 литров. После того, как завод имени Сталина переименовали в завод имени Лихачева, изменилось и название холодильника с ZIS на ZIL. Устройство было невероятно популярно среди советских жителей. Оно отличалось прочным корпусом, качественной сборкой, 4 вместительными полками и стопроцентной надежностью. Лишнее тому подтверждение до сих пор работающие холодильники. Наверное, единственное, к чему может придраться современный человек, к маленькой морозилке. Но с другой стороны, большой морозильной камерой могут похвастаться и не все новые модели. Интересный факт. В Москве существуют целые клубы для фанатов холодильников ZIL, а также мастерские, которые занимаются их восстановлением. Специалисты меняют старые детали на новые и красят в другой цвет, чтобы холодильник смог удачно вписаться в обстановку. Настольная лампа из карболита-бакелита. В 1909 году американский химик Лео Бакеланд изобрел синтетический материал, который образуется на начальном этапе синтеза фенолформальдегидной смолы, и назвал его бакелитом. Примерно в то же время советские химики Лисев, Петров и Тарасов произвели похожий материал, который был призван стать альтернативой природной смоле. Карболит, а именно так назывался новый материал, служил для производства самых разнообразных изделий – телефонов, чернильниц, оконных рам в поездах, но самыми популярными были настольные лампы. Такую модель можно было увидеть в кабинетах и на рабочих столах советских служащих, да и сейчас она нередко встречается, например, на дачах. Весьма практичная и полезная вещь. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.